Через несколько минут мы сойдем на берег и окажемся на острове нашей мечты – Ямайки. Мы прибыли в портовый город Очо-Риос, что в северной части острова. Его название переводится как «8 рек», но на самом деле там нет 8 рек, это ошибка перевода. Раньше это была небольшая рыбацкая деревня, а теперь один из крупнейших туристических центров Ямайки. Очо-Риос известен как центр дайвинга, водных видов спорта и пляжного отдыха. Сейчас я нахожусь на балконе каюты. Вид, честно говоря, не самый впечатляющий, поэтому я поднимусь на верхнюю палубу. Оттуда открывается совсем другой потрясающий вид. Уже отсюда видны пляжи, они платные. Здесь также есть бесплатный пляж, но там многолюдно. А мы собираемся пойти вот на этот с белоснежным песком пляж. С 18-й палубы открывается шикарный вид на побережье Очо-Риос. Мы пойдем на платный пляж. И вот с левой стороны, вот там должен быть этот пляж. Толик, ты видишь собаку Да, на крыше? только у нас скрипач на крыше, а у них собака. А я, если честно, не знала, что собаки по крышам лазят. Здесь прямо на берегу такие симпатичные отели, прям рядом с пляжем. Мы уже идем 15 минут. Мы можем найти киоск, где можно заплатить за вход. Моя группа идет впереди. Птички поют. Ну, запахи здесь, конечно, жуткие. Марихуаной пахнет так, что я боюсь, я сегодня, дыша этим воздухом, уже буду под кайфом. Мы пришли на этот пляж, сюда мы шли 15 минут. И входной билет стоит $3 с человека. Это жилые дома, но в них тоже можно арендовать квартиру. Какие-то квартиры имеют хороший ремонт. И вот так остановиться на берегу Карибского моря, конечно, замечательно. Да, вид у этих домов не очень. Там люди тоже живут постоянно, но кто-то сдает свои квартиры. Здесь недалеко магазины, поэтому можно покупать еду и готовить. В общем, на этом пляже мы взяли зонтик и 2 лежака, но можно сидеть вообще вот на этих скамеечках в теньке. Мы не знали про это. Пляж замечательный. Окей. Все, пошла дальше. Алин, как тебе пляж? Водичка шикарная. Да, классно. Даже разулись все. Ну да. Вон там Колумб купался, когда второй раз приехал. Когда Колумб первый раз увидел Ямайку, он сказал, что это самый красивый остров. Вот таких островов еще не видел. Вода здесь действительно прекрасная. Сам остров ему очень понравился. Хотите подышать марихуаной, было? А сейчас он мне, вот я пошел уже туда, это он мне вот так достает, говорит, все слили. Да, да. Марихуана здесь легально.
Поэтому у них, у местных жителей девиз «No problem». Потому что вы в любой момент можете купить все, что вы хотите. И когда, кстати, чихнул, пыхнул, у тебя тоже no problem в этот момент. Тебе все хорошо, нет? Здесь классный пляж, белый песок. И вон там дальше видна наша изумрудная принцесса. Здесь прозрачная вода, что видно рыбу. Много их, маленькие. И там их еще больше. Я туда боюсь. Вон там сколько. Я не знаю, видно, не видно. Это, короче, был пирс. Он со временем разрушился, и его это не восстановили, поэтому остались такие бетонные блоки. Я продолжаю прогулку по этому пляжу. Здесь туалетные, душевые. Как я сказала, можно взять в рент и зонтики, и лежаки, а можно вот просто так расположиться под пальмами. Единственный минус: здесь нет никаких маленьких ресторанчиков. Вот там подальше бар, а с едой здесь не очень. Разнообразия нет особого. Поэтому, если вы сюда приедете, то надо купить еду на другом пляже. Песок классный. Очень приятно по нему пройтись босиком. И вода немножечко прохладная, но потом через буквально несколько секунд уже из нее не хочется выходить. Какой он длинный пляж. Вот там, наверное, уже виден пляж от гостиницы. У нас сегодня короткая стоянка. Должны вернуться на борт корабля в 2 часа дня, поэтому мы решили никуда далеко не ехать. Вот подойти к самому близкому пляжу. Отель был заброшен во время пандемии и принадлежит государству. Прямо на берегу моря, на пляже. Ай, травой все заросло. И бассейн вон какой. Ой, как печально. Да, картинка грустная. А волейбольная площадка осталась. Ой, как классно. Дяденька устроил себе офис прямо на пляже под таким тенистым деревом. Приятно работать. Недалеко от Очу-Риос находится деревня Nine Miles. Именно там родился Боб Марли. Сейчас его дом превратился в музей, который считается настоящей меккой для поклонников регги. А еще Ямайка славится тем, что недалеко от Очу-Риос автор серии книг о Джеймсе Бонде
британский разведчик Ян Флеминг построил свой особняк «Золотой глаз». Именно там он написал все свои книги о Бонде. Кстати, рядом с этими местами снимали первый фильм Бондианы «Доктор Ноу» с Шоном Коннери в главной роли в 1962 году. И фильм «Живи и дай умереть» с Роджером Муром в роли агента 007 в 1973 году. Вот такой красивый открыточный вид, от которого просто захватывает дух. Кокосы покупают прямо на улице, а там дальше магазинчики. Вот там вот супермаркет большой. Возвращаемся в порт. Everybody grab themselves a partner. Let's go, let's go, let's go. Grab yourself a partner, let's go. Нам уже надо бежать на корабль некогда заходить. Здесь симпатично все. Такой шатный центр. Большинство жителей Ямайки имеют африканское происхождение. Это потомки рабов, которых европейские колонизаторы привезли на остров для работ на плантациях сахарного тростника. Из тростника до сих пор производят ром, который стал настоящим символом Ямайки. Сегодня страна считается одним из крупнейших производителей рома в мире. Его используют буквально везде. Из него делают лекарства, десерты и, конечно, знаменитый ромовый пирог. В 1962 году Ямайка получила независимость от Великобритании, но до сих пор остается членом Британского Содружества наций. Официальный язык английский, но в повседневной жизни большинство жителей говорят на ямайском патуа. Это особый креольский диалект, который сложно понять. Он возник в колониальные времена. Рабы в полях создали собственный язык, чтобы надсмотрщики не могли понять их разговоры. В нем смешались элементы английского, испанского, французского и африканских языков. Именно так появился уникальный ямайский язык, который сегодня является частью культурной самобытности острова. Мы отплываем от острова нашей мечты. Я надеюсь, мы еще сюда вернемся.
я бы опять вернулась на этот же пляж. Такой он классный. До свидания, Очу Риус. До свидания, Ямайка. Попробуем еще раз сюда вернуться.